Доброго времени суток всем. Сегодня по просьбе одного из зрителей снимаю ролик под названием «Как увеличить количество воды в стиральной машине». Для опытов выбрана стиральная машина LG Direct Drive на 6 килограмм. Ну, вот самая-самая обычная, примерно ей 2-3 года. Ну, одна из самых распространенных, да, и это первое, почему именно эта машинка выбрана. И второе, значит, потому что именно на этих машинках, на этих LG, вот этого поколения современных, на них очень остро стоит вот эта проблема недостаточного количества воды на стирках. На многих программах, к примеру, вот на интенсивный 60 и на быстрый тоже, на хлопке воды прям реально мало. И когда белья такое количество уже приличное, и загрязнения тоже сильные, да, отстирать вот в таком количестве воды очень и очень сложно белье. И плюс тоже жалобы в отзывах есть, то, что не выполаскивает, остается вот на манжете там порошок, пена. Это действительно все есть, в том числе из-за того, что очень мало полосканий. Вот эту кнопку супер полоскания поставить вы можете не на всех программах, особенно вот на быстрых ее нельзя поставить. И это первая причина. Вторая причина — это то, что заложили сюда производители очень маленькое количество воды на стирку. И обойти это очень сложно. Есть два таких действенных метода. Ну и третий, он такой как бы метод, ну, не для любителей, во-первых, а во-вторых, он не так эффективен. В свое время, когда-то давно, столкнувшись с этой проблемой, я тоже читал, пытался на форумах найти какие-то действенные методы. Там, значит, информация была, что нужно регулировать прессостат. Это датчик уровня как раз-таки воды. Он здесь не механический, как на индезитах, там, аристонах. Он здесь, ну, можно сказать, электронный, да. Но на нем, тем не менее, есть регулировочный винт. И везде пишут во всех инструкциях, что этот винт чисто для настройки только на заводе, трогать его нельзя. Но, тем не менее, люди крутят его, пытаются таким способом прибавить количество воды. Я тоже наигрался с этим винтом, с этим прессостатом. Я даже менял прессостат с более старой модели, да, хотел посмотреть. Но это все бесполезно, потому что здесь значение вот этого прессостата, количество воды, они зашиты в электронном модуле, ну, в простонародье в мозгах, да, в прошивке. И крути, не крути, во-первых, если сильно перекрутить, она будет, машинка, тупить, может остановиться, может там слить воду и вообще некорректно работать. Особо, в общем, подводя итог вот этой возне с прессостатом, во-первых, это не нужно туда лезть, если вы не понимаете, да, что это такое, как это работает. Во-вторых, это не работает, это неэффективно. Вот. То есть у нас остается два таких основных рабочих приема, лайфхак можно их назвать, да, которые действительно увеличат количество воды. Сейчас, значит, смотрите, сейчас мы включим какую-нибудь стирку, ту же самую, вот интенсивно 60, посмотрим, сколько на ней воды. Приступим. Ну вот, у нас машинка набрала практически программу интенсивно 60. Вот мы видим, да, машинка без белья, чтобы было понятно, чтобы лучше был виден уровень воды. Сейчас она немного успокоится. Мы видим, что воды действительно по факту она еле-еле вот доходит до нижней кромки стекла, да, то есть практически, смотрите, она даже до края вот этого металлического барабана-то не доходит. И это без белья, понимаете? А с бельем оно еще впитает, тут реально ее не видать. Вот если сейчас загрузить белья нормальное количество, воды здесь не увидите на этой программе, да? И это называется программа интенсивно 60, которая должна там отстирать и все дела.
В общем, что мы делаем, да? Не будем долго тянуть. Чтобы, вот, к примеру, вам нужно стирать сильное загрязнение и количество белья у вас нормальное, да? Естественно, вас такая программа не устраивает. Что можно сделать? Во-первых, вот сейчас мы программу эту останавливаем специально, чтобы долго не тянуть. Мы выключаем машинку, паузу, потом включаем, ставим деликатную стирку. То есть ее можно поставить сразу, да? Просто я сейчас, чтобы сэкономить время, у нас уже есть там определенное количество воды, но мы ставим деликатную, включаем там на 40. Можно нажать интенсивную, чтобы подольше, я потом объясню почему. Вот, все, запускаем. То есть эти машинки, они, в отличие от Bosch и каких-нибудь, да, от некоторых Samsung, она не будет сливать воду с прошлой программы. То есть у нас получается, как бы мы ее немножко обхитрим, да? То количество, которое уже есть, она просто сейчас дольет уровень, который заложен уже на этой программе, на деликатной. Почему я выбрал именно деликатную? Здесь воды уже заливается больше. Вот мы видим сейчас, да? Сейчас она нальет. Ну вот, она залила воду. Смотрим, также у нас программа деликатная. И смотрите количество воды, да? То есть уже вода у нас доходит до вот этой вот границы. И это уже лучше, гораздо, причем лучше. То есть она долила воды прилично. И вот на этой программе, вот деликатная, она наливает вот как раз такое количество. Вот смотрите, с пеной, да, видите? Ну, уже можно жить, уже можно стирать. Вот, но нам-то надо что? Нам надо поставить, чтобы получше постирал, нам надо 60 поставить. Соответственно, мы что делаем? Опять же, мы нажимаем паузу, выключаем. С бельем она пусть у вас, неважно. Включаем заново и ставим теперь 60 интенсивно. У нас 60 градусов, обороты, интенсивная сама загорелась. Нажимаем пуск. Все, машинка сливать эту воду не будет. Она у нас пусть с порошком, то есть вы туда уже засыпали. Она с бельем, но у нас уровень выше. И она начинает эту программу, как ни в чем не бывало. Понимаете, в чем прикол? То есть эта машинка не сливает с той предыдущей программы. И мы можем постирать в нормальном количестве воды. Понятно это. Значит, дальше, смотрите. На деликатной воды много, на шерсти воды еще больше. Незначительно, она где-то будет вот так вот. Но по опытам уже могу сказать, я делал так не раз и не один десяток раз, да, потому что меня не устраивает вот это количество воды в LG. И это один из самых таких больших как бы косяков вот у этого поколения машинок. Наряду с неудобными, мега неудобными программами, которые я уже не раз говорил в обзорах, вот это количество воды, оно, наверное, еще больше раздражает, чем даже эти неудобные, ненужные миллион программ. Вот. Но обойти все можно, да, так или иначе. Пусть это не так удобно, требует немножко больше действий, шагов в плане стирки, да, но результат-то того стоит, да, если нужно стирать. Вот, поэтому, значит, этим лайфхаком я пользовался уже не один десяток, наверное, не одну сотню раз. Машинка нормально это проглатывает. Единственный, значит, момент, я вот пробовал, сначала выбирал шерсть, то есть включал машинку, ложим белье, порошок, включаем стирку шерсть. Она наливает еще чуть больше. И потом я также выключал, переключал на интенсивную 60. Иногда, там, допустим, один из 5 циклов стирки, она начинала тупить. Она начинала останавливаться, сливать воду, какие-то непонятные движения были барабана. Ну, то есть машинка, видно было, что ей это не нравится. Я понимаю, почему, потому что там уже, ну, реально многовато было воды для этой программы, да, и мозги уже начинали протестовать. Поэтому я пришел к выводу, что оптимально вот включать сначала деликатную, потом переводить на интенсивную 60. Вот таким вот макаром. Это, значит, первый способ. Причем я для того, чтобы стирка была подольше, я ставлю деликатную на 40 и включаю интенсивную. Она там полчасика постирает, я потом вспоминаю, если не забуду, да, и включаю на интенсивно 60.
переключаю также. То есть она уже вода нагретая, и потом дальше стирка идет, там в сумме получается часа полтора. Но это тоже не очень удобно, потому что можно забыть. Проще сразу переключить на 60. Но что делать, если вас не устраивает длительность этой стирки, да? То есть вам нужно подольше. Для этого, значит, здесь есть одна программа, которая заливает воды, конечно, не столько, там будет чуть поменьше, вот где-то вот так вот она будет воды, но тем не менее, все равно это нормально, все равно воды, в принципе, хватает. Вот эта программа, Хлопок Макс, то есть здесь она идет со взвешиванием, в среднем она где-то в районе 2 часов, но зависит от количества белья, там варьируется от где-то час 40, там 7 что ли, до 2, там 15 может доходить, если много белья. Вот, программа нормальная в том плане, что долго стирает, можно поставить 60, можно поставить 1000 оборотов, можно поставить интенсивную, суперполоскание, то есть любые вот эти доп. Опции можно на этой программе включить. И здесь воды больше, я прям смотрел, специально наливал, больше, чем на хлопке, больше, чем на этой, то есть из долгих программ она вот самая такая по количеству воды. Вот. Но чаще все-таки я пользуюсь так. Деликатную, воды набрали, чуть покрутила, и сразу можно прям включать, выключать машинку, и включаем интенсивную 60. Все, машинка это проглатывает и стирает, все замечательно. Это первый вот способ, да. Дальше, значит, сейчас мы, значит, тогда включим, давайте, вот это как раз Хлопок Макс, посмотрим, сколько там воды будет. Вот, машинка залила. Программа Хлопок Макс, так как без белья она взвесила, вот получилось час 55, ну с бельем там будет 2:15, все возле 2 часов. Вот смотрим, да, сколько воды, поменьше, чем на деликатной, но тем не менее больше, чем на интенсивной 60. И на хлопке, на обычном, воды немного меньше. Поэтому вот эта программа, она более предпочтительна. Но тут возникает вопрос, а что же делать, если на этой программе, на долгой, нам нужно воды больше? Тот же способ, который я показывал первым, то есть включить деликатную, налить воды, выключить и переключить на эту, здесь он не прокатывает, потому что машинка начинает, точнее она даже не пытается взвесить это белье, и у нее, получается, крыша едет, она ставит там значение, что-то там по 4 часа, из-за того, что, получается, воды уже много, и она, не взвешивая, сразу ставит очень большое время. Нам, естественно, это не подходит, я даже не пробовал, что там будет с ней. Скорее всего, она будет там тупить или еще что-то. Вот. Что же делать? Вот нам надо больше воды, но вот на этой, на нормальной программе, на которой можно все включить, на которой там 60 градусов, 1000 оборотов, можно вот эти все доп. Опции включить. Все еще проще. Мы открываем лоток по старинке, берем вот такой вот кувшин есть и просто тупо заливаем. Сейчас я только в другую руку возьму. Ну, кувшин не обязательно такой, да? Ну, как-то вот так вот. Просто аккуратненько льем, стараясь не пролить. То есть для машинки, в принципе, тоже ничего страшного не будет, если добавить, ну, 2-3 литра, 3 максимум. Больше я пробовал, вот уже видим, да, воды стало больше. Больше я пробовал, она также начинает, ну, может затупить. Нам это не нужно. Вот она там сольет воду, еще что-нибудь. То есть 2-3 литра. Вот уже уровень поднялся, да, уже лучше. Вот я 2 добавляю иногда, если надо, вот на этой программе. И в принципе все, уже устраивает. Вот 2 основных таких вот метода обхода. Может быть, не так удобно, но отстирать-то надо, правильно? Поэтому, ну, то есть эти методы, они имеют право на жизнь. Значит, отвечу на вопрос по поводу вреда там для подшипников и для сальника, так, там большого количества воды. Нет, вреда никакого не будет. Во-первых, мы не заливаем там целый бак, да,
Вот, так делать нельзя, и машинка это не пропустит, потому что у нее есть там максимальное предельное значение, уже после которого будет срабатывать перелив. Вот, поэтому мы добавляем, поэтому и фишка-то в чем? Нужно добавлять в разумных пределах. Если мы доливаем кувшином, это 2-3 литра, не больше. Если мы методом переключения с одной программы на другую, мы выбираем именно деликатную, не шерсть, потому что может затупить она. Вот такой вот метод. Это все опробировано уже много раз на разных LG-шках. И никаких проблем с ними, то есть после таких манипуляций нет. К сожалению, инженеры, конструктора вот этих современных LG, они вот урезали количество воды. Я понимаю, что там в западном мире, в развитом, там и помешаны на экономии. Но ведь хочется все-таки с первого раза отстирать белье, правильно, да, чтобы не оставался вот здесь вот порошок, и не включать 10 раз полоскание. Поэтому приходится вот идти на такие вот шаги дополнительные уже, да. Ну вот, как-то так.